Всем привет, дорогие друзья! Перед просмотром следующей видеоинструкции по сборке N62 V8 двигателя хотел бы сделать следующее объявление. Дело в том, что мы не стоим на месте, развиваемся и буквально на днях запатентовали новый бренд для производства собственной линейки BMW запчастей. Название ему, просим любить и жаловать, Dr. Lover. Вот у меня даже новая футболка есть. Но хотел отметить, что несмотря на младенческий возраст данного бренда, за его плечами огромный десятилетний опыт наших BMW мастеров, а также друзей и партнеров. Вот, что еще? Наш YouTube канал и другие интернет-платформы будут переименовываться в Dr. Lover, дабы не страдать раздвоением личности, так сказать. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши соцсети, группу ВКонтакте, Инстаграм есть рабочий, есть персональный мой Инстаграм, если кому-то буду интересен лично я. Общайтесь с нами, всегда будем всем рады. Вот, будем стараться снимать, конечно же, интересный контент по ремонту BMW. Вот. А сейчас новая видеоинструкция. Поехали! Инструкция по сборке BMW двигателя N62 V8, часть 1. Блок цилиндров, установка коленвала. Прикрутить масляные форсунки к блоку цилиндров. Момент затяжки 10 ньютон на метр. Установить вкладыши коренных подшипников коленвала. Положить в блок цилиндров вкладыши коренных подшипников с канавкой для подвода масла. Вложить в крышки вкладыши коренных подшипников без канавки для подвода масла. Примечание. Крышки коренных подшипников 1, 2 и 3 обозначены выбитыми цифрами. Крышки коренных подшипников 4 и 5 не имеют маркировки. Крышка номер 5 имеет визуальное отличие от остальных. Вернуть опорные резьбовые втулки в крышки коренных подшипников. Смазать вкладыши моторным маслом. Аккуратно положить коленвал в блок цилиндров. Смазать шейки коленвала коренных подшипников. Установить крышки коренных подшипников согласно указанной маркировке. Вернуть болты коренных подшипников. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников. Момент затяжки 20 ньютон на метр. Вывернуть болты крепления крышки пятого коренного подшипника. Постучать по коленчатому валу сзади и спереди резиновым молотком, чтобы выровнять упорный подшипник. Затянуть болты крепления крышки коренного подшипника номер 5, моментом затяжки 20 ньютон на метр. С помощью угломера затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол в 100 градусов. Затянуть опорные резьбовые втулки. Момент затяжки 6 ньютон на метр. Затянуть болты с фланцевой головкой. Момент затяжки 34 ньютон на метр. Установка поршневой группы. Примечание. Поршни всех 8 цилиндров идентичны.
но шатуны цилиндров с 1 по 4 и с 5 по 8 устанавливаются на поршне по-разному. Цилиндры с 1 по 4. Установить шатун таким образом, чтобы стрелка на поршне была обращена вперед, а плоская сторона шатуна назад. Плоская сторона шатуна. Тыльная сторона шатуна. Цилиндры с 5 по 8. Установить шатун таким образом, чтобы стрелка на поршне и плоская сторона смотрели вперед. Слегка смазать моторным маслом поршни, поршневые кольца и одеть нижнее маслосъемное кольцо, состоящее из 3 элементов. Сначала одеваем центральное спиралевидное кольцо, потом верхнее, и нижние кольца составного маслосъемного кольца. Развести замки составного кольца друг от друга на 2-3 см. Среднее компрессионное кольцо надписью «Вверх». Верхнее компрессионное кольцо, также надписью «Вверх». Расположить замки поршневых колец в разные стороны, под углом примерно 120 градусов относительно друг друга. Замки нижнего кольца, замок среднего кольца, замок верхнего кольца. Расположение замков между собой напоминают знак Мерседес. Внимание! Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами подбора в пару и должны устанавливаться вместе. Для установки поршневой группы понадобится зажим поршневых колец, угломер, торакс Е12 и динамометрический ключ. Смазать зажим поршневых колец и обжать им кольца поршня. Установить вкладыши шатунов. Примечание. Нумерация поршней идет от передней к задней части ДВС. Перед установкой поршней обильно смазать каждый цилиндр. Вставить поршни так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону ГРМ цепи. Внимание! Опасность поломки поршневых колец. Проталкивать поршни можно только нажатием пальцев или легкими ударами деревянной ручкой молотка. Совместить шатунную шейку и шатун. Смазать шатунные болты. Примечание. Болты требуется заменить на новые. Установить крышки подшипников так, чтобы совпали буквы подбора в пару, и вставить болты. Закрутить шатунные болты. Предварительный момент затяжки 5 Ньютон на метр. Затянуть моментом затяжки 20 Ньютон на метр. С помощью угломера протянуть на 70 градусов. Аналогично устанавливаем остальные поршни. После установки тестируем поршневую группу на легкость хода. Коленвал должен вращаться без усилий и не подклинивать. Установка масляного насоса.
Смазать маслом масляный канал с уплотнительным кольцом и вставить маслопровод в блок. Смазать маслопровод и установить масляный насос на блок. Ввернуть болты М8. Протянуть болты М8. Момент затяжки 34 Ньютона-метра. Головки блока цилиндров. Чистка и притирка клапанов. Чистка клапанов от нагара. Для притирки клапанов необходимо моторное масло, абразивная паста для притирки клапанов, насадка реверс и шуруповерт. Равномерно нанести пасту на фаску клапана, смазать шток клапана маслом и вставить в направляющую втулку. Притираем клапан. Притирку производить до равномерной плоскости и отсутствия нагара на фаске клапана. И до равномерной плоскости отсутствия нагара на седле клапана. На притирку одного клапана тратится примерно 2-3 минуты. Примечание. После притирки клапана и седла каналов следует тщательно отмыть от пасты. Примечание. Седла каналов клапанов тщательно промыть несколько раз. Паста для притирки очень едкая и удаляется не сразу. Установка клапанов. Смазать штоки клапанов и вставить в направляющие втулок. И зафиксировать клапана. Установить маслосъемные колпачки на свое посадочное место. Установить пружину клапана и тарелку пружины. С помощью рассухаривателя клапанов прижать пружину. Установить сухари на свое посадочное место. Ослабить пружину. Клапан установлен. Аналогичным образом устанавливаем все остальные клапана на левый и правый ГБЦ. Итак, первый этап сборки BMW двигателя N62 завершен. Подписывайтесь на наш канал и смотрите продолжение. До новых встреч!